Всем привет. Сегодня у нас расклад «Какая душа скучает по тебе сквозь жизнь?». И давайте в долгий ящик откладывать не будем, кто хочет проживание, кто хочет в манифест, кто хочет карты изучать или просто эзотерическую библиотеку с закрытыми раскладами. Они уже все знают. Итак, давайте начнем наш расклад. Единичка. Первая карта у нас для сигнификации, да, и я думаю, что и трактовать не нужно. Кто ты, что ты за человек? Человек с попой в кипидаре. Что ж такое? С попой в скипидаре. То есть ты слишком быстро живешь. Ты вот из тех людей, кто не может на месте сидеть, прям ни секунды. Всегда ты куда-то торопишься, всегда то что-то решаешь, всегда что-то планируешь, организовываешь. У тебя в голове постоянно миллиарды дел крутятся. И ты хочешь все успеть прямо здесь и сейчас. Терпения у тебя вообще нету. Если лежит тортик в холодильнике, значит на цыпочках к нему проберешься и и ночью он будет поглощен. Нет у тебя терпения. Если у тебя что-то не получается быстро, ты сразу бросаешь и за другое хватаешься. От этого у тебя куча кладбища проектов. Ты вечно в движении. У тебя работа, встречи, планы на выходные, звонки, смски, все вот это вот все в кучу. Твоя жизнь летит со скоростью света. Людям прям вот с тобой рядом, они не могут за твоим темпом угнаться вообще никак. Понимаешь? И самое прикольное, что ты боишься остановиться. Тишина, она тебя пугает. Спокойствие тебя раздражает. Для тебя, например, рыбалка — это что-то такое плохое и непонятное. Как могут люди сидеть и на один поплавок целый день смотреть? Вот примерно у тебя так в голове. И знаешь, вот у тебя страх остановиться. Ты думаешь, что если ты там замедлишься хоть на секундочку, то ты пропустишь что-то важное, отстанешь от жизни. Вот ты мчишься по жизни, как угорелая, хватая впечатления, хватая людей, хватая возможности на лету. Только иногда ты чувствуешь, что кого-то или чего-то очень не хватает. Но понять ты не можешь, чего именно. И вот этот голод почему-то неизвестному — это и есть ключик ко всему, понимаешь? Какая душа из прошлых жизней тянется к тебе с тоской? Ну, знаешь, тут дело серьезное. К тебе душа тянется того, кто когда-то был твоим защитником, но не смог он тебя уберечь. В прошлой жизни ты была вот, как сказать, в опасности, что ли. Враги наседали со всех сторон, а он рядом стоял и отбивался от них как мог. Но сил не хватило. Тебя забрали у него на глазах, а он ничего сделать не мог. И это была очень преданная душа, готовая ради тебя на все. Он прям сражался за тебя до последней капли крови, но проиграл. И теперь носится вот по разным воплощениям, тебя ищет, чтобы вот исправить свою ошибку. И каждую деталь того дня он помнит. Как ты на него смотрела, что ты говорила, как помощи просила. Все абсолютно. И вот в той жизни между вами была не просто любовь, что-то такое большее. Знаешь, как вот как детская чистая привязанность, которая не запятнана ни ревностью, ни обидами, ни вот этими ультразвуками.
Он любил тебя вот той светлой любовью, которая только в детстве бывает. То есть задних мыслей никаких, без всякого расчета, просто потому что ты есть, по факту твоего существования. И сейчас эта душа, она где-то рядом бродит. Чувствует твою энергию, но, знаешь, не может к тебе подобраться. Потому что твоя бешеная скорость жизни, она создает вокруг тебя, вот знаешь, как ураган и эту еще стену. Понимаешь? Потому что даже тонкие энергии просто вот не могут даже пробиться. Потому что вот, как сказать, давай я тебе объясню. У Майкла Ньютона книжка «Предназначение души и путешествие души», в какой из них из частей не помню, но вот когда человек умирает, человек очень сильно в горе. Понимаешь? И душа, она пытается успокоить, что все хорошо, я не умер, не умерла, все нормально, я рядом. Но, знаешь, в голове вот эта грусть сильная. Вот у тебя вместо грусти скорость жизни, и к тебе пробиться невозможно. И вот как из-за грусти очень сильной не может душа пробиться к этому человеку, так и у тебя душа не может пробиться сквозь твой темп, понимаешь? Потому что ты на автопилоте уже бежишь. Вот как объяснить-то не знаю. Объяснить надо, а не знаю как. Это вот знаешь, по-другому объясню. Вот ты встала утром, день у тебя прошел, спать ложишься, а в деталях ты не помнишь, что происходило. Просто обычный день, как один из всех, как день сурка. Понимаешь? То есть ты проживаешь жизнь вот в этой скорости. По-другому, если объяснить, если машину разогнать там до суперской какой-то скорости, ты не будешь по сторонам смотреть, ты будешь прямо только смотреть. Понимаешь, то есть не замечая то, что у тебя пролетает за окном. Вот и это так же. Почему эта душа скучает по тебе сквозь жизнь? Ну, знаешь, он не может себе простить, что тебя тогда не защитил. В его душе до сих пор живет вот это чувство вины за то предательство, которое случилось не по его воле, но рядом с ним. Кто-то из близких тебя то ли сдал, то ли что-то, а он поверил не тому человеку и привел беду прямо к твоему порогу. И теперь вот эта душа, она мучается, как он мог быть вот таким, как сказать, слепым. Но дело тут не только в вине, он, знаешь, он скучает по тебе. По тебе вот ты сильная, властная, которая там целыми народами могла управлять. Понимаешь? И вот твоя мудрость, вот эта твоя сила, твоя способность правду видеть, все это до сих пор живет в его памяти. Он помнит, как ты там сидела, там, возможно, споры какие-то этих людей, которые к тебе шли за советом, решала. Ты была не просто женщиной, ты была вот силой природы, я бы сказал, которая могла создавать и разрушать империи. И когда тебя не стало, мир стал вот таким вот серым и пустым. И вот эта душа, она ищет тебя, потому что она хочет снова служить тебе, быть рядом с твоей силой. Он на все готов, лишь бы, знаешь, вот свою вину искупить, чувство вины и стать верным спутником. В глубине души он, знаешь, он знает, что без тебя он, как сказать, не неполноценный, а вот неполный, что ли. А ты без его защиты уязвимая. Вы как, ну, родственные души, а как по-другому тут скажешь? Как эта тоска повлияет на твою текущую жизнь? Ну, знаешь, готовься к тому, что в твоей жизни скоро человек появится, который вести себя будет очень странно. Он, знаешь, он с первого взгляда почувствует к тебе какую-то вот тягу непонятную. Но вместо того, чтобы нормально к тебе подойти, он начнет в игры играть. Будет то приближаться, то отдаляться, то помогать, то вредит. В общем, полная хрень будет. И эта та самая душа, она найдет способ к тебе пробиться, но воплотилась
в очень гордого и упрямого человека, понимаешь? Я тебе объясню, если ты не читала книги по, ну, Майкла Ньютона, я тебе объясню, что мы все ограничены мозгом, мы все ограничены нашим воспитанием. Ну, и вот она, как сказать, возродилась в гордом и упрямом человеке. И вот этот человек, он будет пытаться доказать тебе свою силу через всякие конфликты, через соперничество. Он думает, что если победит тебя в каком-то споре, да, то заслужит твое уважение. Ну, мужская логика, короче, у нас. Но самое главное, через этого человека к тебе вернется твоя сила настоящая. Он будет бесить тебя своими выходками, он будет провоцировать тебя, из себя выводить. И вот в какой-то момент ты просто взорвешься и покажешь свой истинный характер. А он у тебя властный, сильный, ну, я бы сказал, королевский. Вот тогда он поймет, что нашел то, что искал. И вот эта встреча, она тебя изменит. Ты перестанешь носиться, как угорелая, и научишься использовать свою силу правильно. Поймешь, что там не обязательно все быстро делать, да? Можно делать медленно, но мощно. И тогда люди сами будут к тебе тянуться, а не ты за ними гоняться, понимаешь? Ну, у единичек... Да что ж такое? У единичек все понятно. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка, первая карта у нас сигнификация, кто-то что-то за человек. А ты мечтательница. У тебя, знаешь, как сказать, вот живешь ты в своих фантазиях больше, чем в настоящей жизни, чем в реальности. У тебя в голове постоянно какие-то планы, какие-то идеи, какие-то картинки красивой жизни. То есть ты из тех, кто может вот часами сидеть и придумывать, как все будет круто. Понимаешь? Когда ты там займешься тем-то, тем-то, да, или встретишь того-то, того-то. Проблема в том, что ты слишком много времени тратишь на вот эти размышления вместо действий. Вариантов у тебя в голове миллиарды. А какой выбрать, хрен поймешь. То хочется там свечи лить, то тарологом быть, то рунологом, то там вообще еще другое какое-нибудь в голову лезет. В итоге ты просто стоишь на месте и тупо мечтаешь, вместо того, чтобы хоть что-то делать. И ты еще очень чувствительна к красоте. Ну, знаешь, проще сказать, ты творческий человек. Тебе важны красота, эмоции и вот это вот, как сказать, приятная атмосфера, что ли, вот как сказать-то. В общем, приятная атмосфера, ты поняла меня. Ты даже можешь расплакаться от там музыки вот этой нытельной или от «Титаника». И людей притягиваешь вот именно своей вот этой тонкостью, то есть способностью видеть то, что другие не замечают. Но вот эта чувствительность, она иногда тебя достает. Слишком много всего на тебя влияет. То есть ты вот эти энергии как вот чувствуешь, я не знаю, как объяснить. И у тебя очень много нереализованных талантов, прям очень много. Ты могла бы и рисовать, и петь, и писать, и творить. У тебя руки растут откуда надо. Но ты все откладываешь на потом. Думаешь, вот, когда лето наступит, я выйду на берег реки и буду рисовать. Лето заканчивается, а время-то и не пришло до сих пор. И времени не появляется, потому что ты, как сказать, не творишь время свое. Так называется тайм-менеджмент. И слово бусурманское, да, тайм-менеджмент. То есть ты с ним не дружишь. Какая душа из прошлых жизней тянется к тебе? Ну, знаешь, тут
как сказать, тебе тянется душа человека, который вот в прошлой жизни был богатым таким, успешным, у которого все было, уважение, власть, деньги, и он достиг всего, о чем мечтал. Империю построил, обеспечил семью на века вперед. Только вот счастья у него не было ни грамма. И вот этот вот человек, он, как бы сказать, вот сидел в своем роскошном доме, да, и скучал очень сильно. Вокруг людей куча, которые нужны ему только из-за денег. Жена, которая любит не его, а его кошелек. Дети, которые, как говорится, из-за наследства только любят его сильно, холят или лелеют. И вот среди вот этой всей фальши ты была той единственной, кто видел в нем живого человека, а не вот этот вот, не кошелек. И, скорее всего, ты работала в его доме. Или служанка, или гувернантка, но это не важно. Главное, что ты была вот простая и честная, без всяких вот этих мыслей задних. И с тобой он мог быть с собой. Не богачом, не начальником, а вот просто мужиком, который устал от вот этой всей показухи. Ты слушала его жалобы, смеялась над шуткой, искренне смеялась. Не потому, что ты там боялась или хотела что-то получить, а просто потому, что он тебе нравился. Вот просто все вот так. И для вот этого мужика ты была вот, как сказать, глотком свежего воздуха. То есть в этом душном мире лицемерия ты была для него вот этим свежим воздухом. То есть единственным человеком, с которым можно было расслабиться, забыть про вот эти все заковерные игры. И он влюбился в тебя по-настоящему. Но вот эти социальные условности, они не позволили вам быть вместе. И теперь его душа носится по жизням. Тебя ищет, потому что она помнит вот это единственное настоящее чувство, понимаешь? Почему душа скучает по тебе сквозь жизнь? Ну, тут самое болезненное. Он по тебе скучает, потому что ты была его единственной настоящей любовью. Вот за всю жизнь. Но он все вот это, как сказать мягко, просрал из-за своей трусости, жадности. Между вами была такая связь, которая вот бывает один раз в 15 миллиардов лет. Вы друг друга понимали без слов, вы чувствовали друг друга на расстоянии, были вот как одна душа в двух телах. Но когда время пришло выбирать между тобой и своим положением, он выбрал вот это вот все, да, деньги, статус. То есть не смог пойти против системы, то есть отказаться там от богатства ради любви с тобой. Думал, что сможет иметь и то, и другое, там, жить с нелюбимой женой, да, а тебя тайно держать. Только ты на такую херню не согласилась. И когда ты ушла уже, его мир, он рухнул полностью. Все его достижения, вся его вот какая-никакая империя, они просто в пустой звук превратились. Он понял, что променял бриллиант на вот этот набитое стекло. Но было поздно уже. Ты исчезла из жизни навсегда, а он вот своей жизни доживал вот в этой золотой клетке, которую сам себе построил. Но самое ужасное, он помнит каждую секунду ваших бесед, вашего счастья. Каждую деталь того, как все он разрушил. И вот эта память, она жжет его душу во всех вот этих последующих его воплощениях. И он тебя ищет не просто потому, что любит, а потому что искупить свою подлость хочет. То есть доказать, что теперь он готов отдать все ради тебя, что понял, что важно в жизни. Там не вот эти вот статусы, да, а то, что любимый человек. Как это все влияет на твою текущую жизнь? Ну, знаешь, в твоей жизни человек появится, который будет очень настырно пытаться тебе помочь материально. Там деньги предлагать, подарки давать, оплачивать счета, вот это вот вся ерунда. На первый взгляд тебе покажется, что он просто вот богатенький мажор, который пытается купить твое внимание. Но вот на самом деле это вот та самая душа, которая нашла способ к тебе пробиться. Только проблема
Воплотился он в совсем молодое тело, и он пока не понимает, почему его так к тебе тянет. Ты старше его, причем в разы. Ну, как не в разы, а на много лет. Он вести себя будет неуклюже, вот по-детски, пытаться произвести впечатление через деньги, ну, потому что он других способов не знает. А ты будешь раздражаться и думать, ну, что за там придурок, да, думает, что все можно купить. Но, знаешь, в какой-то момент ему придется остановиться, по-настоящему подумать. Потому что жизнь его в такую, как сказать, ситуацию поставит, где деньги не помогут. Это или болезнь, возможно, потеря близких, какой-то серьезный кризис. И вот тогда он поймет, что материальные ценности — это все ерунда по сравнению с настоящими чувствами. И вот эта остановка, она его изменит полностью. Он просто перестанет быть вот этим навязчивым щенком, да, и станет настоящим мужчиной, который знает цену любви. И вот тогда между вами случится что-то действительно серьезное. Может случиться. То есть это произойдет только если ты не спугнешь его раньше времени своим вот этим раздражением и шанс ему дашь дорасти до тебя, понимаешь? Тут по двоечкам тоже все понятно. Оставляйте обязательно обратную связь и перейдем к третьему варианту. Троечкам тоже трактовать не нужно. А чё вы хотите? Десятка пентаклей — это ты. Ты семейная, ты, как сказать, наследственная. Я побежал. Первая карта — сигнификация. Ну, десятка пентаклей — карта семьи. У тебя за спиной целые поколения. Ты семейный человек. У тебя поколение, которое вот что-то строило, создавало, из рук в руки передавало по наследству. Не обязательно там миллионы, миллиарды золота, тонны. Нет, это могут быть там традиции, какие-то устои, какая-то стабильность. И вот это все с рождения. То есть ты выросла в доме, где вот цену знали вещам, где ничего не выбрасывали просто так, где все свою историю имело. И вот эта вот основательность тебе до сих пор живет. То есть ты не бросаешь все и не едешь мир покорять с одним рюкзаком, да, как вот многие делают. Тебе нужны корни, база. То есть понимание того, что есть куда вернуться. Даже когда что-то меняешь в жизни, ты основательно это все делаешь. То есть просчитывая на несколько шагов вперед. И люди тянутся к тебе, потому что ты стабильна. Ты вот, как сказать, ты вот как крепость. Надежная, надежная, постоянная. На тебе можно положиться, на тебе можно жениться. То есть ты одна из тех, про кого говорят, она для семьи, да, хорошей бы женой была. У тебя дом всегда полная чаша. Стол накрыт, образно говоря, да, двери открыты для близких. То есть ты создавать умеешь вот это ощущение домашнего тепла, которого в современном мире, ну, 99% не хватает. Но знаешь, иногда вот эта ответственность, то, что ты за всех ответственна, она тебя достает. Хочется быть легкой, беззаботной, а тут вечно кто-то что-то от тебя ждет. Семья на тебя рассчитывает, друзья, подруги за советом, коллеги скидывают свои проблемы, и ты все вот это тащишь на себе, потому что ты нет, не умеешь говорить тем, кто дорог тебе. Да какая душа к тебе тянется с тоской? Ну тут тебе душа человека, который вот в прошлой жизни был то ли твоим учеником, то ли вот подмастерьем. То есть ты была мастером какого-то ремесла. То есть, может, ты там
ткачеством занималась, может, как его, горшки лепила, как называется-то, забыл. Делом гончарным занимался, вот. Может, травы лечебные собирала. А он к тебе пришел, вот, как сказать-то, зеленым пацаном. То есть ничего не умел, руки кривые, голова пустая. Но ты его подкрыл,